Привет, друзья! Кабачковый сезон официально открыт, и сегодня я покажу сразу 2 рецепта, которые точно стоит приготовить этим летом. Рецепты получились настолько удачными, что я уже хочу приготовить их снова. Хрустящая корочка, тянущийся сыр и сочная начинка получается так вкусно, что остановиться невозможно. Все ингредиенты и подробное описание вы, как всегда, найдете под этим видео. Обязательно досмотрите видео до конца. И давайте готовить. Для первого рецепта нам понадобятся молодые кабачки. У меня 3 небольших. Нарезаем их тонкими пластинками, ножом или с помощью специальной терки. Чем тоньше получится нарезка, тем легче кабачки будут сворачиваться в рулетики. Выкладываем кабачки слоями, каждый слой слегка посыпаем солью. Так повторяем, пока не закончатся все кабачки, и оставляем примерно на 15 минут, чтобы они стали мягче и пустили сок. А тем временем подготовим начинку. Для начинки у меня свиной фарш. Добавляем к нему соль, черный молотый перец, копченую паприку, итальянские травы, немного сметаны и натираем 2 зубчика чеснока. Все тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты хорошо соединились, а начинка получилась ароматной и сочной. Твердый сыр нарезаем небольшими брусочками подходящей формы. Наши кабачки уже постояли и пустили достаточно много сока. Полностью его сливаем. После этого кабачки становятся более мягкими и податливыми, с ними гораздо удобнее работать. Теперь важно дополнительно убрать лишнюю влагу. Для этого выкладываем подготовленные пластинки кабачков на бумажное полотенце, чтобы оно полностью впитало остатки жидкости. Теперь формируем рулетики. Для этого выкладываем подготовленные пластинки кабачков. На каждую кладем немного фарша и брусочек сыра. Слегка прижимая фарш, стараемся спрятать сыр внутрь, чтобы при запекании он меньше вытекал. Сворачиваем рулетики так, как показано на видео. Таким образом формируем все заготовки из оставшихся кабачков и начинки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось целых 30 рулетиков. Такого количества точно хватит, чтобы вкусно накормить всю семью. Далее подготовим панировку. В миску высыпаем сухари панко, добавляем соль, сухой чеснок, копченую паприку и немного тертого сыра. Все хорошо перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 2 яйца и слегка их взбалтываем. Еще в одну миску насыпаем муку. Теперь начинаем панировать рулетики. Сначала обваливаем их в муке, затем окунаем в яйцо и после этого в заправку из сухарей. Так поступаем со всеми заготовками.
Готовые рулетики выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем наши рулетики в разогретую духовку и выпекаем при температуре 200 градусов примерно от 20 до 25 минут до красивой золотистой корочки. Какие же они получаются ароматные и румяные. Запах стоит просто потрясающий. Если где-то немного вытек сыр, ничего страшного, так даже получается еще вкуснее, ведь образуется аппетитная сырная корочка. Даем рулетикам немного постоять, и можно подавать к столу. Зовем всех к столу и наслаждаемся. Сверху получается хрустящая румяная корочка, а внутри сочный фарш и тянущийся сыр. Это действительно очень вкусные кабачковые рулетики, которые хочется готовить снова. Обязательно попробуйте этот рецепт. Дальше покажу еще одну идею из кабачков, не менее аппетитную. Готовим кабачковые тако с сочной начинкой и сырной основой. Для второго рецепта берем один молодой кабачок. У меня он был немного покрупнее. Нарезаем его тонкими кружочками с помощью специальной терки. Делаем все так же, как и в первом рецепте. Выкладываем кабачки слоями, каждый слой слегка присыпаем солью и оставляем примерно на 15 минут, чтобы они пустили сок. Твердый сыр натираю на крупной терке и выкладываю на противень, застеленный силиконизированной пергаментной бумагой. Формируем 4 основы для тако, по одному сырному кружочку на каждую. Таким образом, у меня получилось 4 сырные основы. После этого полностью сливаем лишнюю жидкость и дополнительно промакиваем кабачки бумажным полотенцем, чтобы убрать оставшуюся влагу. На каждую сырную основу выкладываем кабачки и, как показано на видео, формируем аккуратный цветок. У меня получилось 4 кабачковых тако в виде цветка. Сверху снова посыпаем натертым твердым сыром. Еще у меня осталась панировка с сухарями панко от первого рецепта. Я немного добавила ее для дополнительного хруста, но это не обязательно, по желанию. Отправляем наши заготовки в разогретую до 190 градусов духовку и выпекаем примерно от 18 до 20 минут, до аппетитной золотистой корочки. Достаем заготовки из духовки и даем им постоять примерно 5 минут. После этого они отлично отходят от пергамента и легко сворачиваются в нужную форму. Теперь подготовим начинку. Она может быть абсолютно любой. Ориентируйтесь на свой вкус и то, что есть дома. У меня сегодня помидоры, нарезанные дольками, авокадо пластинками. Я сразу сбрызнула его лимонным соком, чтобы не темнело. Листья салата, ветчина и сыр. Для начала выкладываем лист салата, затем ветчину, кусочки авокадо, помидоры и твердый сыр. Аккуратно сворачиваем. Получаются очень вкусные, сочные и легкие кабачковые тако, которые отлично подойдут и для перекуса, и даже для легкого ужина. Сегодня у нас получилось сразу 2 очень вкусных варианта из кабачков.
хрустящие рулетики с мясной начинкой и сыром, а также легкие кабачковые тако с сочной начинкой. Оба рецепта готовятся просто, а результат получается просто потрясающий. Обязательно попробуйте приготовить и напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. До новых встреч!